Если вы хотите быть сильным, будьте незаметным. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Tournament Desert. На нижней позиции начинает Макавелли, генерал Квай, танковая китайская армия. Сверху дает старт Найк, генерал Гла, принц Кассат, стелс, войска. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Итак, поединок в рамках турнира Стелс против танка. Ранее я записывал игру из этого турнира с участием SPL и XCAL. Можете ознакомиться. Информации о данных игроках у меня немного. Удалось узнать, что Найк из Америки, город Бостон, штат Массачусетс. Ему 32 года, тусуется на Game Replays и наиболее активен на форуме ООЕ. Не знаю, что он там с ними делает, общается, или может быть он соклановцев хочет быть, но в будущем посмотрим. Ну а Макавелли я видел не один раз, есть с его участием реплей на канале. На мировой серии 22 года он дошел до третьего раунда, в котором его победил SPL со счетом 6-2. Но SPL в дальнейшем отлетел от Вивида со счетом 7-2. Но это уже совсем другая история. Ну, вернемся на карту, друзья. Итак, побежал у нас подрывничок от Найка, причем два здесь даже бегает. Дозер при этом при всем ушел с правого фланга. Ну, прибежал сюда с Апплтраки, может быть, попробовать подорвать, но почему-то подрывник взрывается в бункер. Естественно, бункер таким образом не добьешь. В итоге подрывничок просто встал. Найк, видимо, отвлекся и, конечно же, с помощью красногвардейца Макавелли этого подрывника отменит. Правда, ценой собственной жизни. Расставляются норы, начинается позиционочка от Найка и поехал техничка вперед, а тут, слушайте, сапплай заминирован, и здрасте, техничка. Техничка не прокатила. Ну а справа тем временем есть стелсная нора, и поехал квадс, и плюс поддержка ракетчиков здесь есть. Бункер будет пробовать вскрывать, но квад не надо было бы вперед так вести. Для того, чтобы вскрыть бункер, достаточно этих 4 ракетчиков в принципе, и, конечно же, бункер вскрывается, все верно. Заминированный сапплай на правом фланге также, но подъехал Гатлинг, плюс пост и дракон, и вся пехота сливается. Нас спамил еще квадов Найк. Строит еще одну стелсную норку, разжигает дракон, но мне кажется, что эта атака уже успехом не увенчается. Да и плюс рабочий сгорает на работе, но норку все-таки достроить успел. Ракетчики, правда, сгорают. Квады также будут отлетать от такого пламени, слишком близко выехать уже из этой норы-то не удастся. Угончик, слушайте, бегает здесь. Может быть, захотел Найк себе дракон стащить? Ну, посмотрим в будущем. Норка все-таки справа закрывается. Но есть еще одна, причем минусанулся здесь дракон. Выходит хорошая пачка из 5 квадов. Опять поставил, кстати говоря, Макавелли бункер под сапплай. Вскрывается пост и минус ракетчики. Дальше гатлы на пути, минус гатлинг. Там мида надо быть аккуратным. Еще гатлинг подтягивается, остается 2, и квады пока отступают. Норка, естественно, опять восстанавливается, но убивается рабочий, и норка вновь не может быть отстроена. Нужно ее уничтожить, чтобы она в будущем не доставляла хлопот. Для этого есть дракон, который сейчас на правый фланг как раз и идет. Но квады. Уже 6 квадов, опять рабочий бежит, разжигается стена огня. Ну, пока здесь прорваться-то тяжеловато. Правда, собственный дракон сейчас мины уничтожает, поэтому, может быть, есть смысл его как-то еще чуть-чуть вперед подвести. Квад аккуратно, Найк. С квадом надо быть более осторожным. Ну, давайте посмотрим, что у Найка на базе. Дворец ставится, есть военный завод, естественно, 2 ресурсных центра копают, есть казарма, так как есть норки, соответственно, позиционочка. Ну и бегает, слушайте, угонщик дальше. А тут дозер. А дозер строит пропаганду. А неужели дозер сейчас Найк себе заберет? Слушайте, да, да, все верно. И уже появляется строитель китайский в обойме угла. И я думаю, что мы сейчас, естественно, увидим каркас электростанции. Ну и, естественно, сейчас глашник будет более быстрее спамить свои войска.
Ну, справа тем временем пытается по-прежнему Найк наступать. Макавелли отбивается, разжигается стена огня. Еще дальше как-то оттесняет Макавелли от своих позиций Найка. У Найка осталась здесь всего лишь одна норка. Квадами все равно пытается как-то продавить правый фланг нижнему игроку. Танковому игроку или игроку, который играет за танкового китайского генерала. Тут можно по-разному, конечно же, сказать. Опять Найк попытался близко подойти, но в бункере уже, наверное, слишком много ракетчиков, и квада бы надо поберечь. Так, тем временем пропаганда перестраивается слева, захватил себе Макавелли в вышку, ну и стоит стационарный гатлинг, будет мониторить то, что происходит впереди. Что на базе? Есть ресурсный центр. Подъезжала сюда, как мы помним, техничка, но она была абсолютно пустая, взорвалась сразу же на минах. Есть два военных завода, казарма и электростанция. Слушайте, очень большая армия сейчас у Макавелли. Даже очень большая, я бы сказал. И поехал Драгонтанк вперед. Правда, оба сразу же слились. Пробивается первая норка. Ракетчики, видимо, хотели сесть вот в этот домик, но домик был уничтожен благодаря стене огня, скорее всего. Ну и идет Макавелли уничтожать центральные позиции. Драконом бы, да, выселить домик. Ну и начинает разжигать норы. Целых 3 дракона. В принципе, удастся. Еще один дом, скорее всего, также будет выселяться. Ну а тем временем Найк прет по правому флангу. Все-таки не хочет он этот фланг отпускать. Аккуратно здесь мины. Не подорваться бы на них. Пробивается ресурсный центр. Бункер был уничтожен. Пачка смещается также на правый фланг у танкиста. Будет пробовать отбиваться. В принципе, гатлингов много. Подоспели ЕЦМ танки. Пропаганда достроена. И ставится командный центр. Немножечко реплей как-то, скажем так, залагал. Но ничего, нормально. Сейчас это все восстановится. Уничтожаются ракетчики вдогонку. Да, тут квады вышли. Ракетчики не могут, естественно, зайти. И ракетчики были минусованы. Не дал достроить нору Макавелли сейчас Найку. Это хорошо. Ну и лишился при этом своего ресурсного центра. Добыча сократилась. Но благо есть вышка. Тем временем драконы уничтожают дома. Разжигают стену огня. Угонщик бегает. И минус дракон. Теперь дракон в армии Гла сейчас будет находиться какое-то время. И приехал Батлбасс. А вот это уже заявочка. Армия-то была далековато, но сейчас, правда, она успевает подтянуться. Спалдраки помешали мобильности Батлбасса. Батлбасс идет вперед. Уничтожается дракон. Так, там аккуратно мины. Ресурсным центром сейчас будет уничтожать, скорее всего, Найк. Но пока уничтожается Полтраки и просто подрывается на этих же минах. Но ведь ты знаешь, что здесь есть мины. У тебя же техничка здесь взорвалась. И все равно взрывается на этих же минах. Так, а вот тут Макавелли немножко неаккуратно заходит драконами. ИЦМ-ка ведь была. ИЦМ-очку бы поближе подвел, не потерял бы гатлинг. Возвращается Сапалтраки на добычу. Так, норка все-таки справа достраивается. А сюда подъезжал дракон, но подъехать не смог. Норка помешала. Видимо, был каленый. Ну и направо смещается опять армия у Макавелли. Все-таки не нравятся ему эти позиции от стелса. Будет их пытаться уничтожать. Идет дракон, который был перехвачен. Сразу же замораживается ЕЦМ танком. И будет уничтожаться, ну, как минимум, с помощью оверлорда. Да хотя тут, в принципе, и готлы справляются. Норку бы добить. Да, все верно. Ну и нужно как-то пачку, наверное, поделить. И чтобы сразу две норы они пробивали. Одну бить, с другой вылезут. Ну, правда, выходить отсюда очень даже опасно. Одними квадами, по крайней мере. Если только Батлбассом. Да и тот тоже такой армии можно перевернуть. Вообще спокойно на самом деле. Уничтожаются норы. Так, а вот тут пост собственный сжигает сейчас Макавелли. Благо он остался жить. Так, ну и два Батлбасса, слушайте, приехали на базу сейчас к Макавелли, а вот это опасно. А армия ведь далеко. Есть командный центр, запускается арт-удар. Минус электростанция, пробивается ресурсный центр. Зданий сейчас у танка остается все меньше и меньше. Хотел мины прокинуть на басы, но не успел. Басы уже уехали, пробивают сейчас командный центр. А тем временем арт-удар прилетает на сапплай стелса. Ну, не знаю, может быть, было смысл в энергию вдарить, чтобы спам замедлить. Ну, замедлил другим образом, сократил экономику. Сейчас слева ресурсы заканчиваются, а справа нужно ждать, пока восстановится ресурсный центр. Соответственно, потом заказывать рабочих. Есть вышка у Найка, это хорошо. И есть уже командный центр, 3-й ранг. Слушайте, а батлбассы все-таки легли. Все-таки подоспела армия. Подоспела армия у Макавелли. И батлбасса он закрыл, но остались ракетчики, которые сейчас пробивают пропаганду. Есть гатлинг, есть дракон. Нужно срочно минусовать ракетчиков. И все-таки удается.
удается минусовать пропаганду. Буквально оставалось чуть-чуть, и ведь убил до конца всю пехоту. Но все-таки пропаганду потерял. Тем временем ЕЦМ танк с драконом идут по правому флангу. Видимо, хочет Макавелли вышку убить своему сопернику. Ну и тут был рабочий потерян. Ну и что тут у нас? У нас остался один дозер, который стоит на минах, а тут Джармен. Это последний дозер у Макавелли, слушайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это ж последний же дозер, правильно? Так, ну есть здание, есть электростанция Supply, военный завод, есть второй военник. Ой, отстрелил, да, это последний дозер, который попытался построить сейчас ресурсный центр. И сразу же, естественно, каркас отменяется, а все, строителей нет больше сейчас у танка. Танк идет вперед. Хорошо, ну а что делать-то теперь? Не построить ведь ничего. И Джармен тут дежурит. Я бы сейчас на месте Найка вообще бы в этот дозер бы сел, чтобы уже точно его никто не перехватил. Тем временем батлбасы, слушайте, наступают. А тут всего лишь 4 здания-то убить. Если сейчас танкист каким-то образом выведет тот же труповоз или пост и как-то обратно все строители вернет, ну, хотя тут Джармен дежурит, это будет очень проблематично. Он вон там в деревьях сидит, притаился. Так, елки-палки, и что теперь делать? Пробивается, слушайте, все позиции справа, уничтожается ресурсный, бьется электростанция, военный завод также был отменен. Так это последнее здание сейчас у танка. Танк тем временем прет на стелса. На базе тут у него вовсю хозяйничает, уничтожает Supply, ведет дракон уничтожать явно электростанцию. Так тут еще и военный завод пробивается. Дворец уже почти уничтожен, ну все, дворцу хана, это явно. Уничтожается Supply, уничтожается военный завод, электростанция, ресурсный центр, дворец, осталась казарма здесь, норы, но есть басы. Есть базы, будет пробовать сейчас Найк отбиваться. А ведь достаточно было просто убить военник. Можно даже вообще сесть сюда Джарманом, выбить дракон, сесть Джарманом, построить тут нору, заказать через рабочего нору, потом дозером достроить, вывести того же рабочего, поставить Supply. И, ну, я не знаю, через дракона там потом добить этот военный завод. Это все, что есть сейчас. Все, что есть там, тем более, что еще и танкист теряет армию свою. Теряет свою армию, сейчас танкист, остался буквально дракон и гатлинг. Прошелся, конечно, здесь хорошо. Что у нас у стелса? У стелса есть командный центр и есть ресурсный центр. Все так же, 2 здания осталось. Есть вышка, это единственная экономика сейчас у стелса. Но он отстраивать будет свой ресурсный центр вновь. Ракетчики остались живы, с батлбаса выходят, гатлы возвращаются обратно. И все-таки перехватил Макавелли себе обратно дозер. Каким-то образом удалось уничтожить Джармана. Он забрал себе дозер обратно. Скорее всего, из этого поста ракетчики вышли. И все, дозер обратно у китайца. Отстраивается электростанция. Это что получается? Что сейчас оба бойца почти друг друга убили. Но в какой-то момент не хватило вообще юнитов или огневой мощи, или всего вместе. И просто сейчас начинается игра заново, что ли? Вот, смотрите, опять стелс отстраивает свой ресурсный центр. Есть уже казарма, ставятся вновь норы. Я говорю, вот вышка вообще спасает на самом деле и одного, и другого бойца. Дракон попытался по правому флангу пройти как раз, наверное, эту вышку и сжечь, но есть батлбас, причем еще и в стелсе. Ребель тут побежал по правому флангу вперед, непонятно, правда, зачем, но зачем-то он Найку сейчас нужен. Куча нор, в принципе. Военный завод восстанавливает. Вот этот ресурсный вообще можно продавать. Не знаю, я на месте Найка уже бы рабочего привел и в центр бы дал ресурсник. Я не знаю, почему он пока что этого не делает. Но вот надо было убить еще сколько времени назад всего лишь-то военный завод. И только сейчас Найк этим занимается. Макавелли есть тут 2 дракона. Посты пустые, это явно. Начинает разжигать стену огня, как-то пытаться спасать этот военный завод. Дозер пока еще жив, причем еще и даже добычу себе Макавелли вернул. Он пытается как-то батлбас этот отогнать, но стена огня вновь разжигается, и можно сказать, что собственным огнем сейчас военный завод Макавелли и уничтожил. Да, там батлбас стрелял, но Макавелли еще и помог стелсу сейчас свой военный завод отменить. В принципе, деньги есть. Вышка и Supply качает. Можно пробовать военник ставить, но я не знаю, там очень много ракетчиков. Военный завод также готов. Спамятся квады. Если сейчас еще и Найк выйдет опять во дворец и еще один бас построить. Но хотя это время, с другой стороны. И это время, которое будет работать абсолютно не на стелса.
Поэтому нужно тем, что есть уже что-то предпринимать. Не знаю, можно в принципе и ракетчиков уже вперед вести. Да все, что есть, уже можно вперед гнать. Ставит Макавелли командный центр. Есть 4-й ранг. Окей, хорошо. Тут тем временем пробивается вышка. И вот это уже очень большой минус для Макавелли. Экономика сокращается. Ставят тем временем Макавелли, еще раз повторяю, командный центр. Но опять же, там есть арт-удар и есть мины. Насколько они сейчас Макавелли помогут, неизвестно. Деньги есть еще и на военный завод. Дозерханта, может быть, испугался, не знаю. Стелс вовсю опять развивается. Опять норы, опять ракетчики, квады. Все, командный центр готов, запускается арт-удар. Справа тут ребель дежурит, но это разведка. Так, это мины летят, сбрасываются направо, на всякий случай, как я понял. А арт-удар, скорее всего, летит сейчас на вышку. Да, все верно, вышка уничтожается. И вот стелс как раз-таки дает свой стелсный сапплай. Ну как стелсный, поставил, потом застелсил его. Вот уже второй ресурсный центр сейчас имеется у Глашника. Первый, вот он, пожалуйста, качает. На доке еще хватает 10800, плюс здесь в центре куча коробок. Добывай не хочу. Слева также все позиции под контролем стелса, тоже можно ставить ресурсный. Подъезжает вновь Батлбасс, уничтожает дракон. Военный завод, скорее всего, сейчас тоже ляжет. И Макавелли наконец-то понял, что эту игру ему уже не выиграть, и он сдался. По итогу, Найк отлетел от Макавелли все равно со счетом 6-1. Ну и, соответственно, участие на турнире закончил. Ну а Макавелли вышел тем временем дальше на Квинмаф. Она его уже ждет. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.